Всем привет, с вами Петр, Look at Me. Сегодня гайд на Лиру Кэрри на линии. Она является одним из самых веселых и интересных героев для игры, из-за того, что все ее способности носят командное действие. Вы можете вылечить всю команду, ворваться всей командой, забэкдорить, обездвижить всю команду врага. В общем, играть ей действительно очень весело. Сразу после выхода Лира была очень сильной, но даже после хотфикса, который уменьшил ее кристаллы коэффициенты, она все еще является сильным кристальным магом. Лира Кэрри – это кошмар всех героев ближнего боя. С другой стороны, такие герои как Селеста или Скарф, которым не надо близко подходить к противнику, являются лучшими контрпиками для нее. В сражениях ей надо держаться на безопасном расстоянии от соперников и не использовать свою ульту в начале сражения. Кристальная Лира очень хрупкая, и если вы с ультой залетите в тыл врага, вас убьют очень быстро. Идеальным сражением для нее будет являться то, в котором Лира сможет продавить врагов на расстоянии, а потом всей командой залететь на самого хрупкого врага. На линии Лире сложно фармить, пока у нее не появится переменный ток из-за низкой базовой силы атаки, поэтому я очень рекомендую потренироваться в одиночной практике, прежде чем идти играть ранговые матчи. Помните, что нормальный фарм для лейнера 10 крипов в минуту, то есть на 5-й минуте должно быть около 50 крипов, на 10-й около 100. Давайте посмотрим на самое интересное – способности Лиры. Врожденным навыком является то, что каждая атака имеет кристальную силу и коэффициент, то есть обладает той же способностью, что и предмет переменный ток. При этом, если Лира стоит на месте, то вторая атака становится сильнее, а также замедляет противника. Атаки потребляют энергию, но если энергия кончается, Лира может атаковать, но не использовать способности. Первая способность – имперский знак. Лира кидает тотем, который нужен нам в 4 случаях. Первое. Мы хотим вылечить себя или союзников. Тогда ждем окончания действия тотема и стоим в зоне его действия, чтобы получить больше здоровья. Вторая. Мы хотим ускорить себя или союзников, например, когда убегаем или догоняем. Тогда кидаем тотем перед союзником и сразу же повторным нажатием его взрываем. Это даст небольшое лечение и ускорение. Третье. Когда нам нужно понять, кто находится в кустах, кидаем туда имперский знак. Но лучше использовать для этого ракетницы, а тотем сохранить на другие более полезные цели. Четвертое. Когда мы хотим нанести урон врагу или миньонам, кидаем прямо на врага и сразу взрываем, пока тот не успел выбежать из зоны действия. Это использование особенно актуально для кристальной Лиры. Вы можете добивать врагов прямо за его вышками из-за большой зоны действия. Коэффициент лечения не зависит от кристальной силы, а только от дополнительного здоровья Лиры. Именно поэтому она также очень хороша в роли саппорта. Тем не менее, урон, дальность и базовое лечение увеличиваются с каждым уровнем, поэтому форсируем эту способность. Вторая способность, которая называется Бастион Света, и делает Лиру грозой героя ближнего боя. Лира создает зону, в которой все враги очень сильно замедляются, получают небольшой урон, а самое главное, не могут использовать способности для перемещения. То есть Така не использует свои рывки, Рона и Глэй в прыжки, Скай тоже почти парализована, и так со всеми героями, которым нужна мобильность. Если Така решит прыгнуть на Лиру, то лучше убить ее за прокаст ульты и следующей автоатаки, иначе Лира просто использует Бастион Света, делает пару шагов в сторону и Така попадает в капкан. Ничто уже не мешает расстреливать Таку на безопасном расстоянии, также с любым другим героем. Единственной контрмерой против этой способности является использование сапогов, для того, чтобы поскорее вырваться из клетки. Форсируем эту способность на 12 уровне героя для уменьшения отката и увеличения замедления. Волшебный портал. Так называется ульта у Лиры. Наверное, самая веселая ульта в игре. Когда мы играем с командой, то в голос смеемся от моментов, которые происходят с использованием ульты. Особенно неожиданных, когда ты вот-вот можешь убить врага, но попадаешь в портал Лиры и оказываешься на большом расстоянии от него. Лира создает портал, по которому любой игрок, свой и вражеский, может перемещаться в обе стороны. Портал действует 8 секунд, и в течение этого времени можно переместиться один раз туда и один раз назад. При этом назад можно переместиться не сразу, а спустя 4 секунды. Можно выбраться из самых плохих ситуаций, либо ворваться через стену в тыл врага, либо вообще забэкдорить всей командой, то есть когда осталось уже мало турелей, обойти врага и пойти прямо на его кристалл вместо сражения. На последнем турнире Evilate так сделали команда Gunsters. В тот момент, когда мы хотели сражаться в центре карты, они обошли снизу и прыгнули через стену, пытаясь быстро снести оставшуюся турели кристалл.
Мы увидели на миникарте, что они пробежали мимо нашего родника и успели телепортнуться на базу. Буквально полсекунды промедления стоили бы нам игры. Это был эпичный момент, который был возможен только благодаря волшебному порталу от Лиры. Основные итемы для Лиры — это переменный ток, потому что нам нужна скорость для базовых атак и усиление урона от базовых атак, разрушенный миф, также для усиления урона, а также канун жатвы для восстановления энергии и лучшей выживаемости. Защитные итемы берем по типу основного урона врага, эгиду либо жакет. Спасибо за просмотр, всем удачи в сражениях и удовольствия от игры. Пока.